Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, в последнее время мы часто стали слышать от киевских правителей ссылки на то, что Украина, когда-то отказавшаяся якобы от ядерного статуса, вновь желает такой ядерный статус приобрести. Мы с вами люди взрослые, опытные и должны ответственно выслушивать должностных лиц, которые находятся в Киеве и которые заявляют крайне недопустимые с точки зрения договора о нераспространении ядерного оружия заявления. Однако мы с вами видим, что никто в мире не реагирует на такую ситуацию. При этом ирония, с которой к этой ситуации относится российское внешнеполитическое ведомство, понятна. Ирония – это хороший инструмент, когда мы видим, что отдельные должностные лица говорят о событиях и явлениях, которые, казалось бы, не могут произойти. Но при этом мы знаем, что сегодняшние киевские политики не свободны в своих заявлениях. И тогда мы с вами должны понять следующее. В этих заявлениях есть одна большая ложь и одна существенная недомолвка. В чем заключается ложь? Никогда Украина не была ядерным государством. В момент крушения СССР все ядерное оружие, которое находилось на территории бывших советских республик, полностью подчинялось руководству вооруженных сил СССР и России. Не было ни одного момента, когда могли должностные лица новой Украины применить ядерное оружие, потому что для того, чтобы его применить, мало видеть ядерный боеприпас, мало иметь около него специалиста иностранного государства, нужно иметь возможность планировать ядерное применение и, самое главное, иметь ключи и коды. Таким образом, большая ложь о том, что Украина когда бы то ни было была ядерным государством, повторяемая сегодня, является не ошибкой, не заблуждением генералов, которые закончили советские академии, а является спланированным шагом в очень большой игре. В чем суть этой большой игры? Виктор Михайлович Заварзин не даст мне соврать. Сегодня в Европе развернуто 200 ядерных авиабомб Соединенных Штатов Америки на самолетах тактического назначения. 200 ядерных авиабомб развернуты. 200 находятся в оперативном хранении, то есть непосредственно на тех самых аэродромах, где стоят самолеты, готовые к применению этих авиабомб. Сегодня еще в запасе Соединенных Штатов находится 400 авиабомб, и все они могут оказаться в Европе. Самолеты-носители стоят не только в странах, обладающих ядерным статусом. Самолеты тактического применения американского ядерного оружия, тех самых бомб Б-61-3, Б-61-4, Б-61-10, базируются в том числе в Голландии, в Бельгии, в Германии, в Италии и в Турции. Таким образом, сегодня Соединенные Штаты и эти 5 государств нарушают 2 статьи договора о нераспространении ядерного оружия. Сегодня на территории этих стран находится переданное им косвенным образом тактическое ядерное оружие США. Сегодня в рамках НАТО осуществляется единое планирование применения такого ядерного оружия. Сегодня на территории этих стран, на тех самых аэродромах, где находится тактическое ядерное оружие США, базируются военно-воздушные силы этих же государств, которые могут также применять тактическое ядерное оружие, потому что сходство
по подвесному оборудованию абсолютно идентична. Кроме того, в ангарах находятся американские специалисты, способные вооружить вооруженные силы ВВС этих государств тактическим ядерным оружием. Так, возвращаясь к Украине, возникает вопрос, о чем говорят генералы из Киева. Генералы из Киева говорят о следующем. Они намерены предоставить аэродромы Украины для базирования там ВВС США и ВВС стран НАТО. И никто никогда не сможет истинно установить, есть ли на этих ангарах, на этих аэродромах в ангарах тактическое ядерное оружие США. А это, я вам напомню, 200 ядерных авиабомб. И если вы помните подлетное время обычного тактического бомбардировщика, того, который спокойно поднимается на территорию Украины, в отношении которого Российская Федерация не проводит отслеживания стратегического наблюдения, мы видим, что в течение 2-3 минут такие самолеты стран НАТО, взлетающие с аэродромов Украины, способны и могут применить тактическое ядерное оружие по российским объектам. Это означает, что сегодня целеустремленно и последовательно, выполняя единый замысел под руководством американских кураторов, должностные лица киевского правительства реализуют планы по продвижению вглубь российской территории тактического ядерного оружия, которое в силу своей новой дислокации способно и может дополнить стратегические ядерные силы. Сегодня пороги, обеспеченные договором о стратегических наступательных вооружениях, лишь в 4 раза превосходят фактически развернутые возможности тактических ядерных боеприпасов США в Европе. Когда это будет дополнено оперативным развертыванием дополнительных 200 ядерных боеприпасов, и часть из них останется и окажется в Украине, у нас возникнет непреодолимая геополитическая задача по сдерживанию такого объема наступательных ядерных вооружений наших противников. И мы должны с вами понимать, сегодня в основе всех этих нарушений лежит нарушение 2 статей договора о нераспространении ядерного оружия, подписанного еще в марте 1970 года. В рамках 1 статьи Соединенные Штаты нарушили свое собственное обязательство. Они передали косвенно под контроль Германии, Италии, Турции, Бельгии и Голландии свое тактическое ядерное оружие. А эти страны, нарушив положение статьи номер 2 договора о нераспространении ядерного оружия, приняли это оружие, осуществляют его хранение, подготовили свои военно-воздушные силы к использованию такого ядерного оружия. И все это направлено исключительно и только против Российской Федерации. Для НАТО нет целей по тактическому ядерному оружию в Европе никаких иных, как кроме целей на территории Российской Федерации. 200 наших городов, 200 наших промышленных объектов – это цели ядерных бомбардировок. Если мы пойдем на поводу у украинских правителей, если мы сегодня не потребуем жесточайшего соблюдения договора о нераспространении в отношении тактического ядерного оружия США, оно шагнет из стран Западной Европы на Украину, и мы столкнемся с геополитической угрозой непреодолимого масштаба. Мы должны с вами сделать все, зависящее от нас, чтобы наше внешнеполитическое ведомство обеспечило ясные,
четкие и понятные требования со стороны России в отношении США и этих 5 государств, в отношении соблюдения ими договора о нераспространении ядерного оружия. Спасибо, Максим Андреевич.